Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу показать вам подборку новогодних ароматов. Дело в том, что я собиралась купить всевозможные аромабоксы, парфюмированные крема, бьюти-штуки в качестве подарков для людей из моего окружения, кто увлекается этой историей. И, что называется, мысль материальна. Компания Rendezvous прислала мне на обзор их аромабокс, который называется «Топ новогодних ароматов». Я согласилась, потому что, во-первых, ни одного из этих ароматов у меня еще не было на канале. Во-вторых, у меня вообще нет никаких нареканий к Rendezvous. Отличный сервис, очень быстро все доставляют. И в плане качества вообще никаких претензий, просто потому что я много где заказываю, и мне реально есть чем сравнить. В общем, все всегда замечательно. И в-третьих, у меня теперь есть свой промокод на 10%. На Rendezvous сейчас происходит акция скидка до 50% вообще на всю продукцию и 30% на аромабоксы. Так вот, мой промокод, он суммируется со всеми этими скидками. В описании под видео вы увидите все условия, сам промокод. Я буду рада, если он вам пригодится. Давайте перейдем к самим ароматам. Сам аромабокс выглядит вот таким вот образом. Первый аромат, который я хочу показать, называется Angel Share от бренда Kilian. Наконец-то дорогобогатный Kilian появился у меня на канале. Это очень известный парфюм, на него снято очень много отзывов. Поделюсь своими впечатлениями. Этот аромат про яблоко, про корицу, про такую выпечку яблоко-корица. Даже, наверное, я бы сказала что-то типа синнабона. И здесь сразу я чувствую аромат бренди. Вот алкогольная нота, она здесь есть. Я не могу сказать, что она прям главная, но она здесь очень отчетливая. Для меня вообще рисуется образ такой вот идеальной хозяйки вечера. Такой новогодняя такая хозяйка, у которой идеальная утка в яблоках, роскошная укладка. Ее все обнимают, все хотят с ней пообщаться. У нее все идеально организовано. Наверное, потому что вот эта нота корицы, наверное, да, и вот этой вот яблочной такой вот выпечки, она как-то очень располагает к тому, чтобы сесть поближе к этому человеку. Я думаю, что это отличный аромат и на новогодний вечер, и просто на каждый день, если вы любите такую вот историю. У нас, к сожалению, все магазины, где представлен Kilian, там тестеры почти пустые, и аромат не потестировать. Поэтому вот как раз, мне кажется, это хорошая история, если вы, вдруг почему-то не знаете этот замечательный аромат. Следующий аромат называется Pink Molecule от бренда Zarka Parfum. Кто не знает Pink Molecule? Кто не знает, тот узнает. Замечательный аромат. Я здесь слышу, в общем-то, всего 2-3 ноты. Первая — это бузина, просто потому что я очень хорошо знаю эту ноту. Она часто используется в кулинарии тоже, в гастрономии, при приготовлении напитков. Она дает очень такой необычный акцент, ты сразу его чувствуешь. А второе — это шампанское. Но это скорее сладкое шампанское, типа Кир-Рояль есть такой вот коктейль. Или, например, это шампанское, в которое добавили сладкие фрукты. Изумительный, позитивный аромат. Просто я думаю, что это хороший подарок, если вы примерно знаете вкусы человека, который, например, пользуется люксовой парфюмерией и любит сладкие ароматы, но не тяжелые, такие суперсладкие, типа La Vie est Belle, а такие чуть-чуть полегче, то есть просто сладковатые ароматы. Такое вот фруктовое шампанское. Так что Pink Molecule мне очень понравился из этого набора. Следующий аромат называется Molecule 01 плюс мандарин. Я знаю, как пахнут молекулы, мне они очень нравятся, у меня были разные, а вот этого конкретно у меня не было. Если говорить про сам аромат, это очень натуральный аромат мандарина. Конечно, это очень новогодняя история. Если вы знаете, как пахнут молекулы, если вы любите молекулы, но вот с мандарином у вас не было, я думаю, что это отличный подарок и себе, или своим близким людям. И если вначале он пахнет мандарином, то потом этот мандариновый такой акцент очень яркий, он спадает. Причем достаточно быстро, наверное, минут за 15, может быть, за 30, и остается вот это классическое звучание молекулы, если вы его чувствуете на себе, оно очень узнаваемое, но вот этот акцент мандарина, он, конечно, все меняет, она по-другому звучит. Следующий аромат называется Bois de Verre от бренда Ex Nihilo. Мне вообще нравится все, что они делают, почти все. Я даже снимала на них небольшой обзор. Название этого аромата переводится как «зимний лес». И я согласна с таким названием. Мне действительно рисуется такой вот зимний лес заснеженный, в нем деревянный дом
И там внутри варят какое-то такое вот специевое зелье из кардамона, может быть, тимьяна даже. Этот аромат, он вначале пахнет такой вот пудровой сладостью и сразу древесный, очень свежий такой вот акцент появляется. Его сравнивают с Oud Wood Tom Ford. Я не знаю, как звучит этот аромат, но говорят, что это чуть ли не клон. Мне, к сожалению, здесь нечего добавить. Он пахнет вначале очень сладко и так древесно, и постепенно он становится таким более специевым, более таким вот еловым, таким вот каким-то таким тягучим, что ли. Этот аромат для тех, кто любит необычное звучание, для тех, кто любит, что вы спрашивали, что это такое на вас. Вот, Bois de Verre. Следующий аромат называется Hermès Elixir de Merveilleux в концентрации Eau de Parfum. Этот аромат вышел в 2006 году. Я тогда была студенткой, у меня не было возможности покупать такую парфюмерию. Я рада, что сейчас во взрослом возрасте, когда молодая была уже не молода, но весьма задорно. У меня есть возможность познакомиться с этим ароматом. Я скажу больше, я уже его приобрела в полноразмере. Этот аромат – это про шоколад, апельсин, амбру и ваниль. Изумительное сочетание, и что мне больше всего нравится, это то, что шоколадная нота здесь не является главной. То есть она очень так интеллигентно звучит, очень так нежно. И этот аромат я бы не назвала сильно гурманским. Да, он сладковатый, но за счет вот этой вот амбры и апельсина он звучит как-то очень сбалансированно. То есть мне кажется, что если вы на Новый год выберете себе простой такой лаконичный вид, или, например, вы будете целый день готовить, то есть вам, грубо говоря, немного не до какого-то роскошного платья, такого в перьях, в буа, там еще что-то, но хочется какой-то такой вот яркий акцент, да, чтобы все-таки чувствовать себя нарядно, по-праздничному, вот этот аромат. Следующий аромат называется Chicago High от бренда Wilhelm Parfumerie. Парфюмер вдохновлялся Чикаго 20-х годов, со всеми этими салонами, такой запретной разгульной жизнью. Ну и, кстати, сам аромат отчасти, на мой взгляд, отражает это настроение. Вначале он пахнет шампанским для меня, но это очень такое сухое шампанское, это прям брют. То есть вот в отличие, например, от Pink Molecule, где это коктейль сахарный на шампанском, то здесь это очень такое выдержанное шампанское. И буквально 5 минут проходит, он усаживается, и я чувствую вот такой вот кожано-табачный акцент. Причем здесь такая кожа, как в дорогом, например, автомобиле, или это какой-то салон элитной дорогой кожаной мебели, куда ты заходишь и думаешь, не оскорбишь ли ты самим фактом того, что присядешь на их невероятную мебель. Я бы сказала, что, наверное, это аромат все-таки мужской. Может быть, есть девушки, которым это нравится, окей, но я бы на себя такой аромат, конечно, не нанесла с учетом моих вкусов. Все-таки, мне кажется, он красивее всего будет на мужчине. Следующий аромат от Сержа Лютана, который называется Baptême de Feu. У меня этот аромат ассоциируется с оперной певицей Хибла Герзмава. Невероятно очаровательная, талантливая, харизматичная женщина. Вот такой вот образ у меня рисуется именно с этим ароматом. Если говорить про сам аромат, то он мне напоминает глинтвейн из очень хорошего вина. Вот сейчас хозяйки поймут, когда это глинтвейн из вина не из коробки, да, и туда не бахнули еще коньячку, чтобы точно взяло, а это из хорошего вина, которое, может быть, даже было немножко чуть жалко использовать для этого глинтвейна. При этом ароматы имбиря, цитруса, всего вместе, они как-то очень красиво скроены. И вот здесь, кстати, алкогольная нота не такая выраженная, как, например, в Angel Share. Здесь она есть, но совсем чуть-чуть. Я бы даже сказала, что здесь какой-то есть такой бальзамический акцент, солоноватый такой, он чуть-чуть вот как будто с морской солью на вас играет, и все вместе это получается невероятная комбинация. Я могу сказать, что этот аромат супер стойкий, я его нанесла вечером, и утром я поймала себя на мысли, что, боже мой, почему пахнет глинтвейном? Понюхала запястье, да, он очень стойкий, я думаю, что он очень шлейфовый. И, кстати, вот такой аромат я бы не стала брать вслепую, потому что он очень такой своеобразный, яркий, характерный. Вот это характерный аромат. Поэтому я бы, наверное, попробовала его в качестве от Леванта, тестера. И если вам понравится, то он на 100% будет отражать ваш характер. Последний аромат в подборке от бренда Parle-moi de Parfum, который называется Guamave de Noël. Я надеюсь, я правильно произнесла название.
Этот аромат я слушала и раньше, он мне очень понравился, и я не могла понять, что это, почему мне это нравится. Хотя пирамида там очень простая, там ваниль, цитрусы, пудра, ну, такой стандартный, хороший, приятный парфюм. Но нет, этот аромат пахнет мне так, как пахнет на рождественской ярмарке, ну, например, в Германии. Там вот эти сладости всегда у них подвешены, какие-то печенья, какие-то пряники, и вот они висят, они напитываются вот этими вот ароматами специи, вот этого глёга, глинтвейна. Это аромат рождественского веселья, рождественской ярмарки. И ваниль здесь абсолютно не кондитерская, абсолютно такая она не гурманская, она здесь так замиксована вот с этими цитрусами. Это аромат реально рождественской ярмарки. Мне нравится, как он сидит, потому что у него нет какого-то огромного шлейфа, но он сидит на коже просто как прибитый. То есть вот вы его нанесли, все, он такой, я никуда отсюда не пойду. Поэтому, если вы любите такие ароматы, если вы хотите пахнуть как рождественская ярмарка, то вот этот аромат. На этом у меня все. Напоминаю, что у меня теперь есть свой промокод на 10% на сайте Рандеву. Большое спасибо им за предоставленный аромабокс на обзор. Ну а я желаю вам всего самого хорошего и скоро увидимся!